Благоухающие бескрайние лавандовые поля, аромат которых отвлечет от городской суеты и позволит на миг забыть о мирских заботах. И да, это не Франция, не Прованс. Эта красота находится всего в часе езды от Мадрида. В Испании есть своя собственная частица Прованса, с которой я вас сегодня и ознакомлю. Уже несколько десятков лет на местных полях выращивается лаванда, и площадь полей, засеянных лавандой, составляет не менее 1000 гектаров. И в середине июля они достигают своего максимального великолепия – пика цветения. Здесь также ежегодно проводится фестиваль лаванды, который включает в себя различные концерты, мероприятия прямо на лавандовом поле. И туристы, желающие посетить это, могут получить в местных центрах туризма брошюры с полным списком местонахождения полей лаванды и мероприятий, которые будут проводиться на полях. И да, такого количества туристов я не видела за время 2 своих визитов в Прованс, во Франции. Здесь, на мой взгляд, их намного больше. Сюда приезжают целыми автобусами туристы. Но согласитесь, даже те, кто не очень любит лаванду, есть что-то в этом. Есть какой-то особый шарм, есть что-то в этом, поэтому я вам рекомендую посетить эти поля. А вот так украшены поля для фестиваля. Здесь будут проводиться концерты. И звуки ночного поля, послушайте. А это сам городок Бриуэга. У нас было не так много свободного времени, чтобы прогуляться, поэтому сам городок покажу вам уже утром. Сейчас наплыв туристов и огромные очереди во всех барах и ресторанах. Поэтому мы успели поужинать на скорую руку, быстрой едой. А сейчас я вам расскажу что-то интересное еще о лаванде. Вообще, родиной лаванды считается Средиземноморье. Согласно легендам, древние римляне добавляли лаванду в свои ванны для аромата и свежести. Отсюда и произошло название от латинского слова «лява» – «мыть». Сами лавандовые поля ассоциируются с Провансом у большинства людей, но крупнейшим мировым производителем лаванды является Болгария. Ежегодно там производится 120 тонн эфирного масла, тогда как Франция производит только 30 тонн в год. По преданию, изгнанным из рая Адаму и Еве Бог подарил целебные травы, лаванду для услаждения души и розмарин для поддержания души. В Древнем Египте лаванда входила в состав для бальзамирования. И при раскопках была найдена в запечатанных урнах с благовониями Тутанхамона. Во Франции, Италии и Испании лаванду добавляют в салаты, соусы, супы, тушат вместе с овощами и мясом. Порошок лаванды используют как специю в Америке, а в Китае добавляют в качестве ароматизатора к зеленому чаю и другим напиткам. Королева Елизавета I очень любила лаванду. Лавандовым чаем она спасалась от сильной мигрени. Королевский стол никогда не накрывался без лавандового варенья, а пекари даже изобрели рецепт лавандового печенья. Католическая церковь считала лаванду сакральным растением и приписывала ей такие свойства, как отпугивание дьявола и ведьм. Поэтому растение стало непременным атрибутом расположения священников. Лаванда является очень полезным растением, которое обладает успокаивающим, противовоспалительным и антибактериальным действием.
уменьшает стресс и головные боли. Лаванда произрастает в Средиземноморье, Южной Европе, в некоторых частях Африки. Обычно она растет в теплом климате и принадлежит к семейству мятных. Насчитывается более 40 разновидностей лаванды. Лавандовые поля в этом регионе соседствуют с полями ржи и пшеницы. И посмотрите, кого мы вечером увидели на этих полях. А сейчас мы прогуляемся по самому городку Бриуэга. И я вам покажу и расскажу что-то интересное об этом городке. Не только на полях вы сможете увидеть насыщенный фиолетовый цвет. Прогуливаясь по Бриуэге, вы сможете увидеть, как город окрашен также в этот цвет. Балконы, двери, граффити, окна, повсеместные декорации лавандового цвета. Каждый год городской совет проводит конкурс на украшение балкона. Воображение и творчество местных жителей стоит того, чтобы прогуляться по этому городу. Есть даже специальные призы жителям города за лучшие балконы. Есть два приза – 150 и 200 евро победителям. Сам город Бриуэга берет начало из средних веков, когда он назывался Каструм Бриока, то есть замок на скале. Этот город был ареной важных сражений в разгар гражданской войны в 1937 году. Также здесь было снято несколько фильмов испанских режиссеров, в том числе Педро Альмодовара. Расположенный всего лишь в часе езды от Мадрида, это один из самых красивых городов, недалеко от столицы, где можно провести выходные жителям Мадрида. Это идеальное место для того, чтобы взглянуть на впечатляющий средневековый город, каким он был, осознать великолепие, которым он наслаждался в XVIII веке в качестве штаб-квартиры королевской суконной фабрики и прогуляться по впечатляющим лавандовым полям, которые делают его идеальным испанским Провансом. Посмотрите, какие здесь милые магазинчики. Я обожаю рассматривать витрины, и вообще я очень люблю этот стиль, такой французский стиль Прованса. Мне он очень нравится для квартиры, но, конечно, не для всей квартиры, а, не знаю, возможно, для балкона, для террасы. По-моему, это очень здорово. А это косметика. Наверное, не секрет, что делается с добавлением лавандового эфирного масла, делается очень много разной косметики. Не только духи и различные освежители, но еще и разные кремы, различные, не знаю, масла для тела, различные лосьоны, да все что угодно. А здесь можно купить саму лаванду. Это свежесрезанная лаванда, которая может храниться потом у вас в квартире. А это рынок с овощами. Он небольшой, но я думаю, что он делается, наверное, не каждый день. А вообще здесь много магазинчиков. А это местная католическая церковь.
Вообще, одним из самых любопытных примеров гражданской архитектуры в этом городе являются арабские пещеры, которые построены между X и XI веками, которые служили убежищем во время осад города и имели запасные выходы к стене. Это своего рода лабиринт тоннелей и галереи длиной около 8 километров. Эти пещеры, к сожалению, нельзя посетить, за исключением 800 кондиционных метров, и вы должны спросить вход в магазине по соседству и заплатить 2 евро. Но вообще это очень интересно, как возникли эти пещеры, арабские пещеры. Это очень интересный факт об этом городе. Наверное, вы уже обратили внимание, что шляпы здесь пользуются особым спросом, так же, как одежда белого цвета. Местные рынки удивят вас ассортиментом продукции из лаванды. Это не только привычное мыло, духи, косметика и мед, но и лавандовое печенье, мороженое со вкусом лаванды и даже пиво с добавлением лаванды. Хотели бы такое попробовать? Я не люблю пиво, я пью только пиво, которое называется кляра. Это пиво с лимонным соком. Мой муж, он любит пиво, но он так и не рискнул попробовать пиво с лавандой. Вот так выглядит пиво с лавандой. А здесь различные освежители, косметика, которыми, наверное, уже никого не удивить. А вот это ликер. Ликер тоже с лавандой, с очень интересным названием. Не буду его переводить, так как это нецензурно. А здесь мед, лавандовый мед. А это лавандовое мороженое, которое я впервые попробовала во Франции, и мне оно очень понравилось. У него необычный вкус, оно сладкое, но немного пряный, слегка пряный вкус. Посмотрите, какие здесь старинные крепостные стены. И вообще хочу сказать, что чем-то похож испанский Прованс на французский оригинальный Прованс. И я не имею в виду только лавандовые поля. Хотя, возможно, многие европейские средневековые города и деревни чем-то схожи между собой. Этот городок Бриуэга является одним из самых красивых городков Испании. Но большую популярность этот городок получил именно благодаря лавандовым полям, которые находятся рядом. Это испанский Прованс, живописное место для отдыха и идеальное место для любителей лаванды. Я рекомендую вам посетить это место. Если вы любите природу, вам очень понравится. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы были со мной. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поддержите его лайком, а мой канал подпиской. Всем спасибо и до скорого. Пока-пока.